Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Всех приветствую, новых подписчиков, гостей моего канала. Кто не успел подписаться, подписывайтесь, на моем канале много чего интересного. Также, кто захочет заказать мой личный расклад, мои контакты указаны в описании к этому видео, либо будут указаны в первом комментарии под этим видео. Также, кто состоит в созависимых отношениях, если вы не видите выхода, обращайтесь, помогу вам выйти из сложной жизненной ситуации. Также, кто хочет оказать помощь, либо отблагодарить меня, я укажу свою ссылку на свой донат. Так, давайте приступим к такой теме. Меня долго просили, извините за посторонние звуки, меня долго просили посмотреть на такую тему, что будет после того, как мы расстанемся, что будет в его жизни, что будет в вашей жизни. Так, давайте сначала посмотрим, что у вас произошло между вами. Загадайте своего партнера, посмотрим, что произошло между вами, почему вы расстались. Почему вы расстались? Так, скажу так. Может быть такое, что вы состояли в браке с этим мужчиной, да? Но эти отношения были построены как-то на легкости, на праздниках. Вот, знаете как, помимо этого скажу, что здесь вот вы должны были перейти на другой уровень, но как-то застряли. Здесь, скажу так, с этим мужчиной вы проходили уроки, да? Здесь вот не проявлялась какая-то жадность. Помимо этого, на сегодняшний день уже каждый, скорее всего, проживает свою жизнь. Да? Вот вы расстались, да, и каждый остался при своем мнении, и никто не делает шаг. Что на сегодняшний день между вами? Тупиковая ситуация. Между вами на сегодняшний день это вы сами. Вы не видите здесь ни будущего, прошлое оно осталось позади. Помимо этого, между вами есть конкретная женщина. Женщина сделала так, чтобы эти отношения у вас не продолжались, да? Но больше я скажу, что между вами, да, скорее всего, это еще ваша, да, инициатива. Здесь вы не хотите с этим мужчиной иметь ничего общего. Почему? Потому что вы не видите здесь ни будущего, никакого развития. Помимо этого, вы, вот знаете как, он для вас как чемодан без ручки, устали уже. Вы, скорее всего, еще когда могли с ним расстаться, у вас, не знаю, может быть, вот жизнь намного лучше стала. Вот как будто вот все плохое, да, вот остается в прошлом. Что еще на сегодняшний день происходит между вами? Скажу так, женщина здесь живет сама по себе, мужчина пытается доказать вам, да, что я мужик, и будет все так, как я сказал, а женщина говорит: на, выкуси. Женщина не подпускает этого мужчину, мужчина здесь не проявляет, он, знаете, как твердолоб, никаких ни эмоций, ни ухаживаний, вот вы расстались, да, не бегает за вами, вот он показывает себя, тебе надо, ты мне добивайся. Вот противный какой, а. Он показывает, что я мужик и будет так, как мне хочется. Все, это моя позиция. Что еще происходит между вами на сегодняшний день? Так, что еще происходит между вами на сегодняшний день? У вас конец. Скажу так, повлияла на ваш конец еще и женщина. Помимо этого, опять повторять. Я не знаю, кто-то здесь эмоционально переживает вот этот разрыв. Вы оба переживаете, да, мужчина понимает, что потерял такую женщину, как вы, возврата не будет, да, что женщина здесь изменилась, что ее невозможно будет в этот союз затащить, хочешь ты этого или не хочешь. Женщина конкретно это вы сказали: давай, братец, пошел ты нахрен на все четыре стороны, мне это больше не интересно. Вы выходите из этих отношений императрицей. Помимо этого, на ваши отношения повлияли здесь третьи лица. Понимаете? Помимо этого, мужчина не хотел в эти отношения вкладываться, работать, помогать, что-то, да. Вот только вот на расстоянии вы как-то переживаете вдвоем то, что, ну все, отношения здесь сдохли. Но что самое интересное, здесь больше мужчина, он пытается вам доказать здесь. А женщина говорит: иди ты нахрен со своими доказательствами, и ты мне ничего не нужен. Здесь, скорее всего, поставила точку в отношениях женщина. Женщина здесь в этом союзе больше не нуждается. Это ваша точка зрения. Вы сказали этому принцу: я побыла с тобой в уроках, а здесь, скорее всего, уроки были очень сложные. Он мог оставить вас в такой жопе, извините, да, после чего вы остались одна решать эти проблемы, да, но потом у вас как-то здесь могли дела пойти, ну вот, да, в гору. И он, видя вас, что у вас все хорошо, тут включил мужика принципиального, все, да, но он, дурак, здесь время потерял. Вы за это время оклемались, пережили, как говорится, маленькую смерть, и здесь, как птица Феникс, все вспорхнула, переродилась, и все, говорит: давай, братец, иди нахрен, пусть найди себе какую-нибудь дуру, кто тебе тирать сопли, да, пусть другую ищет. Помимо этого добавлю, ну вы же не просто так вот здесь решили с этим всем покончить, вам это уже больше не интересно, понимаете, вы же сами понимаете, что этот товарищ, с этим товарищем ни будущего, ни прошлого, да, прошлое здесь, упаси Господь. Как будто в этих отношениях, знаете как, вы единственное, на ком держались эти отношения, вы устали
устали. С ним, знаете, как стабильности нет. Вот знаете, вы себя чувствовали, скорее всего, точно брошенной в отношениях. Если у вас был брак, то для вас это, знаете, как вот здесь вас уничтожал. Видите, как вы здесь вся раненая, и все сказали, с меня хватит. Он вас убил, тем самым, да, вы здесь выпорхнули, все. Теперь, понимаете как, почему он перед вами строит такого мудака? Потому что он понимает все под манипуляцией, что раньше, да, как на вас действовал, с вами это не пройдет. Вы уже женщина, которая не будет сюсюкаться с ним. Иди ты нахрен. Хорошо. Здесь будете вы, здесь будет он. Что будет с вами после этого расстояния? Ой, расставания, извините. Что у вас будет в личной жизни после расставания? Что у него будет после вашего расставания? Ничего себе. У вас после вашего расставания, кстати, у вас могут быть, я не знаю, здесь, если вы были семья, либо что, может быть, у кого-то дележка имущества. Помимо этого, говорю так, если вы думаете, что он пропал из вашей жизни, он еще раз объявится, но вы его будете категорически его не воспринимать. Помимо этого, еще добавлю, что у вас будет в личной жизни. У вас появится мужчина, да? Так как женщина здесь опытная, женщину, которую уже не обдурить. Понимаете как? Женщина здесь только уже смотрит на статус, что может мужчина предложить. У вас все равно появится как и бывший партнер, так и настоящий мужчина. Мужчина тот, который, возможно, может помочь в каком-то вопросе вам. Такое тоже не исключаю. Мужчина может быть, знаете, очень богатым мужчиной, состоятельным мужчиной. Но... Видите, здесь как? Вы же уже прошли здесь, как говорится, Афганистан, да? После этого Афганистана вы здесь этого мужчину будете проверять. Вы к этому вопросу очень серьезно подойдете. Так, что его ждет после того, как вы расстались? Если, понимаете, как здесь он останется злой человек, осуждать будет. Помимо этого, какая-то двойственность будет. Вот не знаю, вот одна нога в прошлом, другая в будущем, да, что делать не знает. Он все будет сидеть, вот думать, взвешивать, да, как поступить, что дальше. Так, что у вас еще будет в личной жизни, что у вас будет после расставания? Опять говорю, то, что у вас будет после расставания с этим мужчиной. Что у него будет после расставания с вами? Что будет у него после расставания с вами? Так, говорю так. Смотрите. У вас после расставания, через какой-то период времени, скажу так, будут трудности, но вы с ними справитесь. У вас какая-то исполнится мечта, да? Здесь может появиться мужчина, какой-то кубковый, семейный мужчина, который захочет вас добиваться. Да? Мужчина влюбленный, который, знаете, кстати, этот мужчина может быть для того, чтобы создать семью. Мужчина может быть, еще раз говорю, это может быть один партнер, да, который состоятельный вас полюбит и начнет показывать, вот, делами вкладываться в эти отношения, да, вести их, показывать себя очень серьезно. Но и еще один есть нюансик. Вот этот козел, которого вы оставили в прошлом, да, он может активизироваться за вами однозначно. Здесь бывший будет следить за вами, восхищаться вами, мечтать о вас, да, вот этот бывший. Помимо этого, здесь не исключая того, что еще и бывший захочет как-то работать над этими отношениями. Если это была семья, то захочет вернуться в семью. Понимаете? Так, что у него будет после расставания? Расставание у него будет, он понял, да, здесь, если, может быть, вы развелись. Да? Мужчина понимает то, что он хотел, не получилось. Здесь будет разочарованность полная. Да? Помимо этого... Вот я же вам говорю, какая-то двойственность была. Он понимает то, что здесь на 2, на 5, на 10 стульях уже не получилось, да, посидеть. Пацана вышвырнули. Он понял то, что шансов здесь больше нет. Оплакивать будет эти отношения. И понимает, очень будет обиженным на вас, говорю так, будет вас обвинять, но ему не будет оставаться никакого, понимаете, выхода, как вот только выйти из этих отношений. Ну, куда послали, туда пошел. Помимо этого, разочарование его будет ждать, что не получилось построить счастливые отношения. Он же думал, что он такой вот красавчик, а тут ему, извините, попку им подтерли. Но и еще, если мужчина женат, то он все равно, здесь какие-то есть у него параллельные еще отношения. И он, как говорится, куда отправили, туда и пойдет. Там какая-то женщина с ним есть, понимаете, ну и там останется. И то весь какой-то разочарованный, непонятный. Ну, не... Вот то, что он делал, не осуществилось, как говорится, его мечта, да. А почему ты, интересно, разочарован после расставания? Ну почему? Говорю так, то, что вас упустил, не получилось обхитрить вас, понимаете как? Вы из прошлого, не смог вас удержать, наболтать вам того, чтобы вы остались с ним. Он будет, кстати,
за вами следить, понимаете, помимо этого пребывать постоянно в этом прошлом, это вы, но и его очень сильно будет задевать то, что вы-то сейчас такая, понимаете, женщина, которая стабильная, ей вот такой вот проститутка в штанах не нужен, и он прекрасно понимает, что хитрости, обманы, здесь уже манипуляции никак не пройдут, его вот это вот сценарий закончился, как говорится, никто его не любит, он, кстати, знаете, очень сильно пожалеет, что он вас потерял. Так, ладно, что еще будет вас ожидать после расставания с ним? Что будет вас ожидать? Господи, что вас будет ожидать после расставания с ним? Что его будет ожидать после расставания с вами? Господи. Знаете что? Ну, скажу так. Вот этот молодой интерес, он все равно захочет каким-то образом с вами связаться, даже приехать захочет. Но все равно он зациклен на том, чтобы вас почему-то победить. Победить, да? Попытается, конечно, начать новую жизнь, как говорится, но... а также останется обиженный, но он понимает то, что он остался в дураках. Не остается ничего, как сваливать, понимаете как? Что у вас после этого? Вы, кстати, разрыв, да, здесь неприятная ситуация. Кстати, возможно, у вас даже этот молодой интересный. Здесь все равно, но неприятно для вас, да, для кого-то еще это и болезненная ситуация, да. Но здесь вы будете стоять на страже своих интересов. С этим человеком я вам скажу, то, что вы ему, кстати, разобьете сердце вот этому молодому интересному. Вот с этой ситуации вы выйдете почему-то здесь вот победителем, я вам скажу. Вот с этим товарищем все, он будет сожалеть, что вас потерял, а вам будет отлично. Ну, естественно, здесь немножко погорюете, неприятно все как-никак. Но все равно эта ситуация для вас также подвешенной останется. Ну-ка, давайте посмотрю. Так, появится ли у вас... Ну, у нас уже вышел здесь. На этой колоде посмотрим. По личной жизни. Что у вас будет с личной жизнью после расставания? Что у вас будет? Кстати, кто-то из вас выйдет замуж. Да, кто-то из вас будет замуж, выйдет. Но почему-то вы будете, вот не знаете как, у вас осуществится ваша мечта. Здесь к вам идут и деньги, вы заслужили. Но при этом по поводу личной жизни, да, я вам же говорила, то, что вы уже не та. Вот вам могут здесь поступить предложения по поводу того, создать семью. Но почему-то вы не захотите. Какая-то неуверенность будет, надо вам, не надо, хотя это шанс. Но вы можете упустить этот шанс. Такое тоже есть. А так еще и говорю то, что у вас идет финансовое благополучие. Вот мечта какая-то. Может быть, вы в каком-то вопросе станете популярным. Что-то исполнится. Так, у него что будет в личной жизни после вас? Что будет? Ого, что у него будет? У него здесь целых 5 женщин будут. 5. Я же вам говорю, здесь проститутка в штанах. Кто-то будет с ним. Это здесь и вы, кстати, тоже, скорее всего, есть, да? Та бывшая, ну, короче говоря, пацан пойдет по рукам. Одна есть здесь та, которая с ним проживает. Это может быть и мать, жена, любовница, постоянная женщина. Помимо этого любовницы есть. Кому он бегает? Здесь пацан будет бегать. Бегает. Понятное дело, ни к чему не изменится. Но еще скажу, будут ломать его. Одна женщина его сломает. Даже не исключаю, что это вы. Почему к этой женщине у него будут страсти? Эта женщина королева мечей. Скорее всего, это вы, бывшая женщина. Да, и он стремится будет к какой-то женщине. Та женщина, которая в нем не нуждается. Так, это ладно, с этим дебилом понятно. Что у вас с деньгами будет после него? Ой, с деньгами после него. Что будут с деньгами у вас? Кстати, знаете что? У кого-то может быть сейчас, может быть в ближайшем будущем, да, будут страхи. Знаете как, вы сама с собой будете бороться. Не так уж все плохо. Вот что-то у вас все равно появится тот шанс, кто-то может вам помочь, подсказать здесь, да, кто-то, может быть, на обучение пойдет, какой-то у вас здесь будет денежный шанс, кто-то вам здесь поможет. Для кого-то, кстати, получит за детей алименты, такое тоже есть, из-за которых здесь были конфликты, все равно вы получите здесь свое. Как ни крути, у этого дурачка что у него будет по деньгам после вас? Ох, после вас жопа, жопа и еще раз жопа. По всем фронтам. Все встанет. Нищий. Нищий, подайте мне, пожалуйста, пожалуйста, подайте. Дайте на пропитание. Кстати, на нем может быть еще магия. Что у тебя будет по финансам? Ох, 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 ох. Вот знаете как, в какое-то он ввязался дело. С кем-то он повязан. Вот знаете, кстати, для кого-то он может сесть в тюрьму в прямом смысле. Он может забухать из-за этих проблем. С кем-то он повязан. Здесь шантаж, обманы, понимаете? Может его кто-то обмануть, кинуть. С денежками пацан заслужил. Знаете как, здесь у пацана будут проблемы. То, что он бедолага. Здесь знаете, за что ему? Да выпендривался. Он же говорил, мужик такой. На тебе, мужик. Недоимператор.
Так что, ну, слава тебе, Господи, у вас будет все замечательно. Самое главное, чтобы у вас было. А у этого дебила, да, и фиг с ним, да? Так, что с делами у вас будет? Ой, здесь переживания какие-то. Так, что с делами? Что с делами у вас? Так, что еще у вас с делами будет? Так, знаете, как я вам скажу? Ваши дела остаются уже в прошлом. Вот по поводу ваших дел. Кстати, у кого-то, если длился развод, развод состоится, да? Что самое интересное, у вас будет много страхов. Если какие-то там у вас дела, да, есть касательно вашей работы, что получится, не получится, тому подобное, все ваши вот эти вот неудачи, страхи, самое главное, не бояться идти вперед, все равно вы будете довольны результатом. Но здесь есть, понимаете как, здесь вам не дает вот ваше прошлое, да, прошлое, вот не дает вот войти новой энергии. Вам не нужно зацикливаться на прошлом, а идти вперед. И у вас это получится. Вы останетесь здесь хорошим, достойным результатом, с результатом таким достойным. Помимо этого, не надо вгонять себя в страхи, в иллюзии, в какую-то неуверенность. У вас все получится. Что у этого дурачка с делами будет? Ой, страхи. Что у него там с делами будет? С какой-то ситуацией, да, у него, скажу так, тот сценарий, по которому он действовал, да, был уверен, что он добьется, не знаю, что это, какие дела, может быть, судебные вопросы какие-то, что-то здесь, понимаете, он был уверен на победу, но у него эту победу из-под носа унесут, может быть, в работе, да, и там, предположим, он работал, его могут быть выкинуть, да, но он все равно себя возьмет в руки, пойдет дальше, перспективы будут строить, что типа, ладно, здесь закончилось, так, будет строить план, получится ли у него? Получится ли у него? Нет. Женщина. Здесь фигурирует женщина. У него будет разочарование. Кстати, эта женщина не признает этого мужчину. Может быть, это начальница выкинет вашего принца. Не получится. Он на эту женщину очень сильно рассчитывает, да? Но не получится. Так. С чем вы в итоге останетесь? С чем он? С чем вы в итоге от этих отношений? С чем вы останетесь? С чем он останется? С чем вы останетесь в итоге? С чем он останется? С чем вы останетесь? С чем он? С чем вы останетесь? С чем он останется? Здесь знаете как? Он обнулится. Он, скорее всего, здесь, если мужчина женат, он остается в семье. Если мужчина, он все равно попытается с вами здесь мириться. С чем он остается? Скажу так. Если у мужчины есть другие отношения, он остается в этих отношениях, в которых пребывает. Но он остается здесь полностью в дураках. С чем вы остаетесь? Да, к сожалению, вы поймете, что нельзя надевать здесь очки вот с такой вот лупой, да, чтобы вас больше здесь не обманывали. Вы, как бы вам ни хотелось, вы столкнетесь с суровой реальностью, да, вы поймете, что вас обманывали, хитрили, предавали. Вы все равно, вот знаете как, остаетесь с тем, что эмоционально все равно будете переживать, все равно, что вот так вот. Ну-ка, с чем вы еще останетесь? Ну, разочарование, с чем связано? Ну, с этим мужчиной, не знаю, то, что эти отношения для вас, знаете как, что мужчина только здесь говорил, приезжал, говорил одно, тому подобное. Скажу так, вы не увидите с ним будущего. Вы поймете, что этот дурачок просто приехал, уехал, что все. Вы отпустите свое прошлое, оно уже вам не надо, с чем вы останетесь. Вы уже все, исцеление будет. Ой, я вам скажу, здесь... Вы посмотрите, с чем вы остаетесь. У вас другие идут отношения. Здесь у вас счастье будет. Понимаете? Вы исцелитесь от этого дебильного придурка, да? Вы поймете, что вам больше этого не надо, и вам встречается другой здесь человек, вы встречаете другого человека. Причем, что самое интересное, да? Вы, кстати, может быть, на работе, вот где-то через третьих лиц, может быть, вас познакомят. Вот где-то вы с ним пересекаетесь. Вы можете, кстати, даже и не понять, что это ваш будущий супруг. Он, кстати, этот мужчина может оказать вам помощь. Вот там вы встречаете свою половинку. Этот дебил остается в дураках. Чем ты еще от этих отношений остаешься? С чем остаешься? Со злостью на вас остается. Этот дебил ваш остался с разбитым сердцем, да, останется за злостью, что он остался в дураках. Если вы были семьей, потерял он эту семью, да, и остался там, где пошел туда. Этот дебил остается... Что хотел, то и получил. А вы, слава тебе, Господи, встречаете своего человека. Все, вы от этого дебила исцеляетесь. Пусть он остается там. А у вас хорошее, благополучное будущее. Так что идем вперед, прорыв будет. Все будет замечательно у вас. Так что не забываем, что это был у нас общий расклад. Ожидаю вас на личные. До скорой встречи, как всегда, я вам скажу, мои дорогие подписчики.